от пациента. По случаю пневмонии на КТ выявили эмфизему, довольно масштабную. Это испугало и удивило. Симптомов не было, проблем с легкими не было. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 32 лет, дата исследования 8 июня 2024 года, область исследования, органы грудной клетки, с анамнезом ознакомлен. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна, с обеих сторон выявлены многочисленные участки. Преимущественно паракостальной консолидации легочной ткани, а также фокусы инфильтрации легочной ткани по типу матового стекла на фоне ретикулярных изменений. Вовлечение в процесс правого легкого. Верхняя доля 4%, средняя доля 5%, нижняя доля 25% левого легкого. Верхняя доля 4%, нижняя доля 20%, общий балл поражения 7. На этом фоне, преимущественно в верхних отделах легких, пневматизация легочной ткани повышена за счет явлений центрилобулярной, парасептальной эмфиземы с формированием многочисленных бул диаметром до 46 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы визуализируются единичные лимфоузлы группы 4R размером до 12 мм по короткой оси. Остальные лимфоузлы не увеличены. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сердца, аорта без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной пневмонии, средней степени тяжести КТ-2 с вовлечением в процесс 28% легких в стадии разрешения, увеличения единичных лимфоузлов средостения. КТ признаки эмфиземы с формированием многочисленных бул. Рекомендована срочная консультация терапевта, КТ-контроль, консультация пульмонолога. 12 июня 2024 года, К.М.Н. Доцент Котов, М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. КТ описали хорошо, все там правильно. Пневмония уже в стадии разрешения, то есть выздоровления. По этому поводу беспокоиться не стоит, это нормальное течение пневмонии. По этому поводу нужна консультация терапевта. Эмфизема, достаточно крупные булы действительно есть, преимущественно в верхних отделах легких. Для более точной оценки выраженности эмфиземы, вовлечения в процесс легочной ткани, нужно проводить КТ в спокойный период. Это будет не ранее, чем через 3 месяца. Раньше октября смысла делать контрольную КТ смысла нет. С результатами свежего и предыдущего КТ вам будет иметь смысл проконсультироваться у пульмонолога. Описание МРТ я тоже делаю.